Заехали за Кривой Рог. То есть выехали за Кривой Рог или заехали. Короче, по барабану. Скачем по бетонке. Бетонка в сторону Апостолова. Выехали вот только что. Здесь участок, ну, более-менее, не знаю, полатанный или тут не было ям. Едем дальше, посмотрим, что они тут делают. Вообще что-то делается или нет. Карты показывают также, что ремонтные работы идут. Посмотрим, что они там ремонтируют, что они снимают бетон или сверху асфальт кладут. Или... Интересно, почистили ли вот эти заросли там дальше. Но я знаю, что да, мы тогда ездили, было видно, что вычищают. Потому что дорога такая заросшая была, что ты ехал просто в тоннеле. В таком тоннеле ветки над тобой. Фуры ветки ломают, падают на дорогу. Ну, короче, такое еще было себе удовольствие езды. Ну и плюс ямы, разбитые дороги, и вы видели. Уже несколько, у нас целый сериал можно собрать из наших серий по этой бетонке. Потому что часто мы сюда ездим. И через жопу делали дорогу до великого будівництва. Где залатали местами, я вам показывал, спрашивал я у прораба, он говорит, ну нам так сказали. Вывести асфальт и тупо, короче, так сделать. Сейчас едем, будем смотреть, что дальше. Заехали за Ока заправку, до Ока, с правой стороны Ока, если в сторону Апостолова. Было более-менее, сейчас, ну вот, кратеры, все. Пока еще сюда не доходило. Нога, ну может, проезжают они где-то там, ремонтируют. Я так понял, начали с той стороны или как-то участками идут. Короче, вот эта бетонка загадочная. Я ее по-другому назвать не могу, потому что вроде бы и Кривой Рог, вроде бы и направления в эту сторону нету больше варианта, куда поехать. Или напишите в комментариях, как вот это чудо объехать, если едем в сторону Херсонской области. Как объехать? Где есть дороги, чтобы не попадать на эту бетонку. Ну а кому в Апостолово ехать, там в ту сторону, Никополь, да, Марганец, наверное, аж никак больше. Пока вот такое вот. Не очень радует. Ну и опять же, смотрите аккуратно. Едешь вроде бы, съезжаешь, знаешь, что везде уже дороги есть. Привык ехать расслабленно, а здесь, смотрите, ой-ой-ой. Такие кратеры, ну, что можно, блядь, еще и сзади. Чего ты? Превышающий скорость автомобиль следует за вами, написал. Ховал мне предупреждение. Летел, чтобы просто обскакать и... Так, вот тут началось. Прямо корчуют деревья. Расширяют что-то. Слой какой-то лежит. Чего слой, непонятно. Асфальт. Асфальт, наверное. Короче, местами как-то я что-то не понимаю этой технологии. Ой, надо быстрее ехать, пока зеленый. Ну их нафиг. Та же самая ситуация. В две стороны. То есть в одну пускают. Что-то лежит. Сейчас будем смотреть, какая машина. Если катки катают, то понятно. А, бетон же тоже или нет? Нет, бетон, катки, катают или нет? Не видел я. Нет, машина бетона тоже такая большая. Не, ну это-то понятно. Укладчик бетона, да, что сверху? Тоже мы проезжали, там катки ж были. Скорее всего асфальт. Не, ну черный асфальт. Бетон-то он свежий, когда прямо белый. Асфальт слой кладут на бетонку, на старую. Ну, хрен его знает. Не знаю, я не разбираюсь. Пишите в комментариях, кто разбирается в этих технологиях. Ну, я думаю, что если хороший слой положить, хотя он, смотри, уже колейность. Фуры уже колею накатали, и он разлезается, асфальт. Ему держаться получается не за что. На бетоне он скользит и разлезается. Я так думаю. Пишите в комментариях, я не дорожник, просто, ну, так в мозгах такое появилось. Что-то я не знаю, что это. Это подложку, скорее всего, они катают из отсева, да?
Скажите, пожалуйста, здрасте, ребята, а это будет бетон или асфальт? Асфальт будет сверху, а это подложка просто, да? Да. Ясно, спасибо. Это подушечка. Ага. Асфальт будет, а это подушечка сказали. Только отмыл машину от смолы. И, ну, это хорошо, пускай делается. Ну, я думаю, что дойдут же до Кривого Рога, но цель-то закончить. Хотя, может оборваться в любом месте. Факт тому, что делается. И, по идее, будет пошире. Ну, хотя бы обочина будет, потому что дорога же это была без обочины. Бетонка, и сразу шли заросли. То есть остановиться где-то что-то. Вот стоит комбайн, который вырезает, снимает старый слой, наверное. Тут уже светофор. Ну и да, здесь уже блокпост. Ну и уходит в зиму, я не знаю, уже мороз ночью. -4 было. Дай бог, чтоб зима теплая была и дала им доделать. Потому что следующий год неизвестно, как оно будет. Участок проехали несколько километров, ничего, и здесь вот опять прямо конкретно расчищено, как прямо как на аэродроме взлетная полоса. Такого не видели еще. Здесь с этой стороны тоже столбы какие-то стоят, наверное, еще когда-то была линия, да, была когда-то линия без проводов, без ничего. Добрались, там заросшее все было. Снятый бетон, видите, машина снимала. Ну тут, наверное, и бетон, и асфальт, все в куче было, лежало. Выгрызла, и, я так понимаю, вот на вот это будет ложиться потом подушка и слой асфальта. Ну посмотрим, насколько хватит. Но факт тому, что хоть обновляется, хоть обочина будет уже, хоть будет широкое дорожное полотно будет. Ну, я думаю... Там кусок делали, потом кусок пробитый, теперь опять кусок. Кусками делается как-то, может они выбирают, где критично сильно, где яма на яме, потому что в некоторых местах ехать вообще невозможно было. Показывали мы вам 5-7 км в час едешь большим участком. Может они эти участки сразу делают. Ну как-то в Днепропетровской области не сильно, уже даже в Кировоградской области дорог больше новых и нормальных, чем Днепропетровская. Херсонская, там зашуровали тоже отлично, сделали все хорошо. А здесь вот как-то делается, но тяжело. Кстати, поливают дорогу от пыли. Я представляю, что здесь, если б не полить, какая пыль бы стояла. Поливалка прошла, машина специальная. Напишите в комментариях, что делается участками. Видно, разные какие-то бригады. И там потом проехали, нет, опять делают. Ну, скорее всего разные бригады делают, или как это. По участкам разделена дорога. Доезжаем до переезда Апостолова налево, нам ехать прямо.
Ну вот, я так понял, цель. Первая цель до Апостолова сделать. Может, в этом году. Ну а дальше, я смотрю, цели дальше нету. Ну, капитально, видно, сделают до Апостолова, а там дальше пока техники нету. Там как полатали тогда еще, так, наверное, все и осталось. Ну, поедем дальше, будет видно. Факт тому, что участок делается хороший, а здесь, вот видите, все по-прежнему. Участок нормальный пошел, ну, где латалось, и даже вот почищена обочина. Но на нее съезжать не получится, но факт тому, что едешь, хоть и ветки машину не царапают. С той стороны сразу была левая почищена сторона, сейчас правая. Но ямы есть, поэтому расслабляться. Это тот участок, где уже ты напряженный постоянно. Яма на яме. Нужно ждать, вон какие-то болты валяются. Глаза постоянно смотрят на дорогу и выискивают ямы. Закончилась бетонка, заезжаем в Марьянское. Ну и что в итоге? Провести аналитику этого проезда, конкретных влетов в яму не было, чтобы автоматически выскакивали матерные слова. Это уже достижение. Я всегда провожу аналитику, пару раз там попадал, один раз. В этот раз вот никаких моментов. Ну, внимательно я просто ехал. Это не говорит о том, что ям... Нет, ну однозначно ям стало меньше, но не говорит о том, что нельзя там распороть колесо, попасть и поломать машину. Можно нефиг делать. Все остается, опасность остается. Но участки уже сделаны, и по которым можно ехать, не объезжая ямы, уже есть и протяженные. Ехать однозначно легче, сделается до Апостолова. Понятно, что там будешь пролетать незаметно тот участок. Расстояние это совсем небольшое, а вот из-за дорожного покрытия просто невозможно там передвигаться. На сегодня все. Следим дальше за этим участком дороги. Ну и будем показывать вам. Самому интересно, как асфальт будет держаться на бетонной подложке. Ну что там осталось вообще-то от бетона. Видели вы, как они выгрызают, что остается. Посмотрим. Все будущее покажет. Пока главное, чтобы сделали. Ну а потом будем следить за тем, сколько это все прослужит. Пишите свои комментарии под видео, обязательно оставляйте, кто что думает по поводу ремонта в Украине, ремонт дорог в Украине. Всем удачи и до следующих видео. Подпишитесь, кстати, на канал. Все полезные ссылки в описании. Если вдруг это видео не на канале «Покажем все», то на канал «Покажем все» подпишитесь потихонечку. Вот этот контент, дорожный, путешествия, еда и все остальное будет переноситься на тот канал. Всем удачи и до следующих видео.